с семьей. У меня 4 детей. Старшему сыну 16 лет, среднему сыну 15 лет, дочке будет скоро 5 лет в августе, прощения, в июле. И самому младшему сыну, он есть неполноправный, ему 3 годика, он нуждается в лечении. Я все делаю сейчас здесь в Польше, покупаю дорогие лекарства, устраиваю это все. Я работаю один, жена у меня не работает. Нас семья 6 человек состоит. Жена, дети, они являются гражданами. Александр, подождите секундочку, чтобы я мог перевести. Yeah, Dan, I think that just ask them, say a paragraph at a time. So that way, then you translate. Otherwise, you translate same time, couldn't hear. У них просьба, чтобы вы, может быть, рассказали абзац, а потом пауза, чтобы я мог перевести им. Таким образом, им будет лучше слышно. Не вопрос. Ну хорошо, начнем с этого. Мы семья христианинов. Да? Я хрестился 2 года назад здесь, в Варшаве. Моя жена хрестилась год назад, тоже здесь, в Варшаве. Мы живем в Варшаве 7 лет. Подождите. Okay, so they are also a believing family. He was baptized 2 years ago here in Warsaw, and his wife was baptized a year ago. Продолжайте. Выехали из Украины мы, когда началась война в 2014 году. Я забрал всю семью, бросил все в Украине, бросил дом, бизнес и выехал в Варшаву. Выучил в течение года язык, открыл здесь фирму. Фирма потом в 2019 году обанкротилась при коронавирусе. Подождите. So they left Ukraine in 2014 when the war started, and they spent some time learning language. He opened a business that then was bankrupted during the coronavirus epidemic. Потом устроился здесь, в Польше, на государственную работу. Я добился всех документов, легализации здесь, в Варшаве, детей, всей своей семьи, себя. Сдал экзамены, сдавал 5 раз экзамен, чтобы попасть на работу водителем на мусоровозке. Я 5 раз сдавал экзамен, но я дошел до этого, сдал и устроился на эту работу. И сейчас один работаю, обеспечиваю свою семью. So he now is working for a government job, and he had to take exams. He did that 5 times to be able to get this job, and now he's the only one who is working to support his entire family. Что хотел добавить? Помогаем церкви, участвуем в жизни церкви, поставляем, чем могу, участвую в церкви, да, звоню, спрашиваю, что могу помочь. Берем в жизни участие, так, в нашей церкви. Мне очень это нравится. Мы бы хотели поехать в Америку, выехать. Есть такая у меня боязнь здесь в Польше, что я свою семью забрал сюда, в Польшу, подальше от войны в Украине. Но боюсь, что здесь может то же самое начаться и в Польше. И чуть-чуть сложновато здесь одному мне тянуть семью. Okay. So he also helps out in the church as much as he is able to. They would like to go to America in part because there's something of a fear that they have that the same war that is happening in Ukraine will spread to Poland eventually. Да, и хотел добавить, у меня семья, я сам украинец, Западной Украины, из-под Львова, город Червоноград, шахтерский город. Сам бывший шахтер в Украине, когда я жил в Украине. Жена у меня русская, дети у меня русские, все русские дети.
Мы даже с ней не расписаны с женой, потому что когда началась война, заварушка, мы не могли расписаться ни в России, нас не расписывали в Украине, и в данный момент мы даже не могли расписаться здесь, в Польше. Но мы венчанные в церкви. Мы венчанные в церкви. И очень большая проблема даже до сих пор. Сейчас запретили в Украине въезд гражданам Российской Федерации. Я не могу поменять детям паспорта на украинский паспорт. В посольстве тоже не могу поменять на украинские паспорта. Боюсь гонения здесь, в Польше, своих родных, да, потому что когда мы жили в Украине, уже были у меня гонения, угрозы, что подожгут мой дом, что ворвутся в мой дом, и будет какая-то расправа с моей семьей. И потому я выехал из Украины, когда и началась война, когда пришли наши первые военные, вернулись из войны и уже пошли как бы на нас отвращение, что у меня семья русская, так, в таком плане. Okay. Мне пришлось все это оставить и выехать. So they also have an additional difficulty because while he is from Western Ukraine, his wife is Russian and she has a Russian passport. Their children also have Russian passports. Right now, they can't even get into Ukraine to change their children's passports to get them Ukrainian passports. They have a fear that because of the fact that they're a mixed family, that they have Russian and Ukrainian in their family, that they will be persecuted because of that. He says that already after the first wave of the war in 2014, that some people returned from the front and gave them a hard time. There were threats against his family. Dan, yes. I think Pastor Mikhail is online also. Okay. I think we need to talk to Pastor Mikhail first. Okay. And, to understand what is going on and what is his recommendation. Because I think that if we let people talk, there's a bit long time. So we need to have some kind of plan before we start. Okay. Just Father Mikhail to see he has any idea or he has anything he wants to start to say. Пастор Михаил, ты там с нами? О, отлично. Я здесь. Значит, наши китайские братья спрашивают, как ты именно видишь план встречи? Что-то, может быть, хочешь сказать в начале? Ну, во-первых, план встречи, я просто в дороге и подключился, как только смог остановиться с трассы. План встречи, я думаю, такой, чтобы друзья с Америки рассказали, как это они видят. И дали понять, какие семьи подходят по программе. Потому что программа установлена, я не знаю, насколько меня слышно, потому что на улице стою, и дождь немножко падает. Хорошо слышно. Программа сделана государством Америки, и они имеют очень такие строгие установления и правила относительно того, кто может стать участником этой программы. И хорошо, чтобы наши братья с Китая рассказали, какие у них ожидания, какие семьи они ожидают, потому что я знаю, что есть определенные ожидания. А в самом начале я хотел бы сейчас прямо вот кто где есть, чтобы мы помолились, чтобы Господь направлял каждую семью, каждого дорогу, потому что это важно, чтобы не мы себе создавали какие-то пути, но шли по путями Господними. Окей. Давай я сначала быстро переведу братьям. Да. So, brothers, Mikhail says that he would like for you to tell more about the program and what kind of families, especially, you're looking for. What are some of the particular specificities of this American program? What is it that is essential for any participant to have? And so that way we can know already from the outset
who we're looking for, and maybe somebody already can understand that they don't meet the criteria. But before we do any of that, Mikhail would like to pray for us. Sure. So, Yes, please. Хорошо. То тогда, Дон, я понял, что мы можем помолиться, да? да. Да, Дэн. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты благословил нас до этого момента, и наши жизни в твоих руках. Сейчас я молюсь за каждую семью, за каждого человека, Господи, кто желает действительно найти место в США. И, Господь, ты сам благослови эти все процессы. Но также, Господь, я прошу, чтобы ты каждому дал мудрости, каждому дал понимание и каждому дал, Господи, возможность, чтобы следовать по твоим дорогам. Господи, входить в те двери, которые ты открываешь. Благослови каждого из нас и благослови церкви, которые поддерживают этот проект. Благослови семьи в США, которые готовы принять украинцев. Просто, Господь, устрой все в твоей милости и любви. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Okay, I guess Dan, I can get started, right? Yes, please. So I will start first, and then Brother Tao will be continue to share that additional information, or if we have any requests or information. Anyway, as you can see, Brother Tao and myself, we are Chinese, but we live in the United States, and we have an organization helping the children and family, different countries, including Asia, Central and South America, Africa, and now Eastern Europe, especially Ukraine. Go ahead. Ну, как вы, наверное, видите, вот наши братья, они китайцы, но они уже давно живут в Америке. И у них организация христианская, которая заботится о детях, о семьях в разных местах, на разных континентах. А сейчас они очень активно подключились к Украине. Yeah, my name is Samuel Fong. I'm pastor, and I'm the founder and president of the mission organization called Living Hope. And last May and June, we went to Poland and Ukraine 2 times. So Brother Tao and myself went to Warsaw and also Ukraine, Kyiv and Lviv. So we try to understand more about the needs there, the children and families' needs. So this is one program. Go ahead. Это Сэмюэл Фанг, он пастор, и он основатель и президент этой организации Living Hope. И вместе с братом Тао они ездили уже 2 раза в Варшаву, но они еще последний раз съездили в Киев и Львив, чтобы понять, как именно лучше всего служить детям и семьям с Украины. Yeah, we're very closely working with how the Baptist Church in Warsaw, the Ukraine Baptist Church in Warsaw. So we'll try to work together to help different projects. For this family, refugee family to the United States, this is one of the program we're working together. But basically that Pastor Michal will be introduced and give us more detail about needy family. So basically we're going to start testing 3 to 5 families that have a design to come to the US. And I think that need to be most difficult, need help. So we will try our best to help them. И получается, что они очень тесно сотрудничают с библейской церковью в Варшаве вместе с пастором Михаилом. Они сотрудничают по разным проектам, но этот приезд в США – это один из этих проектов.
И, значит, Михаил для них будет очень важным в том плане, чтобы понять, кто особенно нуждается в помощи. Они хотят оказать помощь 3 или 5 семьям, которые имеют огромную нужду. Okay, so tell people that if they're not speaking, turn the speak off, so there will be no noise, that we will not be interfering. Пожалуйста, если вы сейчас не говорите, выключите звук, поставьте на беззвучном режиме, микрофон выключите. Thank you. Okay, so there's 2 parts of the process. I think there's still people that the mic is still open. It's still, yeah, it's just not noise. As emphasize people, turn the mic off if speaking. Еще раз, он просит, чтобы вы выключили микрофон, если вы сейчас не говорите. Это тоже все. Godziny jeszcze. O, taksówka. Bo to godziny szczytu, wiesz. This is difficult. Uh-huh. Okay. All right. So hopefully they're quiet now. There's 2 parts of the process. One is U.S., one is Ukraine family part, whatever it's Poland or in Ukraine. And the U.S. side is that we need to find a family or church or organization willing to host family. They need to have housing space and also financial support for the family. So we're looking for those family and churches. Hopefully, when the Ukraine family come to U.S., there's plenty of help, not just housing, not just finance, but also that the personnel help them to settle down and find a job and teaching drive and all little things. So yeah, so we're looking for those families right now, and they need to apply for the U.S. State Department that get approval and qualify. That's the first steps. Okay, so that probably take about a couple of months of the checking and their background checking, especially for example, the FBI background checking, make sure they're good people to host the Ukraine family. Хорошо, значит, есть 2 этапа этого процесса. Первый этап – это с американской стороны, а второй этап – это уже с украинской или с польской стороны. С американской стороны им нужно найти церковь или семью, которая готова будет принять семью беженцев. И получается, что это, с одной стороны, помощь финансовая, то есть они должны быть готовыми к тому, чтобы финансово поддерживать семью гостей. И в то же время это надо предоставить жилье этим людям. Но они надеются, что это не только финансовая помощь, не только жилье, но еще, чтобы эти люди были готовы помочь в том, чтобы адаптироваться к американской жизни, учить, как справляться со всеми задачами жизни в Америке. Но плюс еще он говорит, что этот процесс может длиться несколько месяцев, потому что есть разные проверки со стороны американского правительства. ФБР, например, проверяет все эти семьи, всех этих спонсоров, чтобы не было каких-то плохих спонсоров среди всех. Значит, сейчас они в активном поиске таких потенциальных спонсоров. Yeah, and every family come to U.S. not just they have the housing, financial help, personnel help, but also we like to match a church to take care of this family. So it's not just one family take care of the Ukraine family, but also a church involved to take care of all the needs, not just physical, but spiritual needs. И они особенно ищут не только отдельные семьи,
с американской стороны, но еще и церкви. Потому что тогда это не только одна семья будет заботиться о каждой украинской семье, но получается, что многие семьи, вся церковь будет заботиться о каждой семье, чтобы заботиться не только о физических нуждах, но еще и о духовных. So this is our, the U.S. part and our responsibility to find the right family and a good church to support every Ukrainian family come to U.S. Ну, это американская сторона, это их ответственность, чтобы найти нужные семьи и нужные церкви, чтобы хорошо поддерживали всех беженцев с Украины. In the Ukraine side or Poland side, that I think that Pastor Michal can organize a group of people to help select those family and helping those family to apply, which is they, if they're qualified, select the most difficult family in this first 3 to 5 family, and they need also to match this family. We need to have American family to choose or match this Ukraine family. So then they can use the American families approve application, and they can approve to United States government, which is State Department. They have a website you can apply. And so after you apply and US government approve you to come to this matching American family or organization, and then that we can make the arrangement to bring you to United States. That's the Ukraine families process. Подключила, Вероника, не реви. Получается, что с украинской или польской стороны, скорее всего, пастор Михаил будет создавать какую-то группу, команду, чтобы работать с желающими и чтобы подобрать именно те семьи, которые больше всего нуждаются и которые соответствуют всем критериям вот этой программы. А тогда, когда вот эти 3-5 семей, это он подчеркивает первая партия, первая проба, тогда надо будет найти хорошее соответствие между тем американским представителем и украинским представителем. То есть найти какое-то соответствие в этих семьях с обеих сторон. А когда уже есть украинская семья для каждой американской семьи, тогда можно подать на сайте Госдепартамента, там есть анкета, можно тогда записаться. Будет проверка и вас, будет проверка украинской семьи для того, чтобы просто определить, что они тоже не преступники, не какие-то нежелательные для США, но потом этот процесс может пройти и дальше. Okay, so I think that's basically the process in US and in Ukraine. And so we'll have a working group to work very close together with in the US and also with the group that Pastor Michal can organize a small group, working group together. Okay, so. Получается, это самое основное, что он хотел сказать. Будет рабочая группа и с американской стороны, и с стороны Михаила в Варшаве. Okay. All right. Now, Brother Tao and can give you more additional information. А сейчас брат Тау еще вам расскажет дополнительную информацию. I'm okay. Very good. Thank you so much, Samuel. 你没有什么在加的吗？ Yeah, I don't have any.
Okay. All right. Okay. So I think that how about Michal? Michal could then ask me, Pastor Michal, to give us some direction now. I'm not sure that he's still on the call. Okay, he's back. Михаил, они сказали, что сейчас, может быть, ты хочешь что-то сказать? Нет, абсолютно согласен, и по этому плану, который вот и говорил Самуэл, мы будем следовать, и этот план был обсуждаем и ранее, так что скажи, что по этому плану мы следуем шаг за шагом. Здесь на этой встрече представлены люди, которые имеют желание, по крайней мере, очень интересуются этой возможностью уехать в США. So Mikhail just wanted to say that he's completely in agreement with the plan that you've laid out. The people that are on this call right now are people who are very interested in the opportunity to go to the United States. Okay. And so they're going to be working from their end as well. Okay, I think we don't have time to go all the detail each family because it's very hard for us to understand the detail and remember all. But I think that maybe we let each one of them give us 1 minute, where they come from, how many in the families, and basic information. 1 minute each family. Okay. Он говорит, что, наверное, нет времени для того, чтобы все подробно рассказывали о себе, и тем более, что они не вспомнят все эти детали. Но он просит, чтобы каждый представил свою семью, может быть, 1 минуту. Это расскажите, пожалуйста, сколько человек в семье, откуда вы приехали, и, может быть, чуть-чуть еще, но максимум на 1 минуту. Хорошо? Можно, да? Пожалуйста. Значит, наша семья 4 человека. Мы с Авдеевки, это Донецкая область. Выехали мы с дочкой вдвоем, стали сильно стрелять, и мы сразу поехали в Польшу. Муж и сын остались там, в Украине, соответственно, они тоже сейчас в Украине. Вот, мы вдвоем с дочкой выехали, находимся здесь, в Варшаве. Вот, мы верующие, я уже с 15 лет. Вот, дочка тоже, все мы верующие, слава Богу. Вот такая история. So, this family, Ludmila, is from the Donetsk region, Avdiivka, and they left for Poland at the very beginning of the war. There are 4 of them in their family, but the husband and son have remained behind in Ukraine, and they're all believers. Okay, thank you. Our next family. 那个运涛这个谭晶弟兄也在网上，刚才跟我通了电话，他要来听一下。Кто следующий, пожалуйста? Можно сказать. Мы с женой, Элина, моя жена, она тоже в эфире, просто мы в разных городах находимся сейчас. Мы с Луганской области, город Алчевск, это, в общем, самый восток. Выехали 31 мая. Я сейчас в Минске нахожусь, жена в Украине, она делает паспорта, потому что у нас, у жены и детей нет паспортов. Пришлось выехать в Украину делать документы. Что мы тоже верующие с детства, родились в христианских семьях, в Пятидесятническую церковь ходили. Вот. Я в Минске занимаюсь пока что тут тоже волонтерской деятельностью. Уже ждем, определяемся, куда ехать. В принципе, всегда смотрели в сторону США. Сейчас так случилось, что весь мир открыт. Мы уехали с дома, и особенно ехать некуда. Решаем, хотим попасть в Америку. В Украину тоже ехать некуда, потому что наши дома захвачены. Уехали в связи с войной. Вот.
Сколько у вас детей? Я не услышал. Да, детей 2. Дочке 5, сыну год. Okay. 2 детей. So this is Nikolai, his wife Alina. They're from the far, far east of Ukraine, and they left on the 31st of May. They're actually both on this call right now, but they're in different places. So the wife is in Ukraine with the children, trying to get them new passports. He's in Minsk, Belarus, where he's serving as a volunteer. They're also believers from very early in life, and they're trying to figure out where they can go right now. Their homes are occupied, and so they can't go home. So he's still in the Ukraine, not in Poland. No, he's actually in Belarus. Belarus. Oh, okay. I understand. The family, wife and children still in Poland. I mean, in Ukraine. Ukraine. Okay. All right. Thank you. Next family. Кто следующий? Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Мою жену Вера Чипель. У нас 2 деток. Мальчику 10 лет, девочке 12 лет. Мы из Кременчуга. У нас верующая семья. Мы хотим уехать в Америку. У нас там и дочка живет, но они не могут быть спонсорами, так как она учится, и зять учится, и у них еще девочка маленькая. То есть они, финансово не получается у них быть спонсорами. Вот. Коротко. Мы живем сейчас, нас приняла здесь польская семья, 4 месяца мы живем в польской семье, не знаем, как дальше, что нам делать дальше. Возвращаться не можем в Украину, потому что там война, Кременчуг бомбили только вчера, поэтому я не знаю, как дальше быть. Вот такая ситуация у нас. Спасибо большое. This is Ruslan and his wife Yera, and they are also a believing family. They have 2 daughters with them, 10 and 12, and then an older daughter who's in the States and is already married. Unfortunately, that daughter can't serve as a sponsor because of financial difficulties and other things, but they are from the city of Kremenchuk, and even just yesterday, the city was bombed, so they know that going back to Ukraine is not an option. They've been living in a Polish family for the last 4 months, but they're looking for a more permanent solution. Okay. Thank you. The next family. Добрый день, меня слышно? Да, слышно. Меня зовут Виталий, мою жену зовут Леся, у нас 3 деток. Мы с Украины, с города Черкас. В связи с войной были вынуждены приехать сюда, в Польшу, к брату, жены Леси. То есть у нас в Америке есть, в США, в Филадельфии друзья, которые могут нам помочь с работой, но они не могут быть спонсорами по этой программе. То есть хотелось уехать в более безопасное место, так как мы не можем вернуться домой в Украину. А есть у вас дети? 3 деток, 5 лет, самая младшая дочка, Рина зовут, 6 лет Дима, и самый старший сын 12 лет Денис. 3 деток. So this is Vitaly, and his wife is Lesia. They're from the city of Cherkas. And they have 3 children. They've come to Poland to the wife's brother, but they also have friends in Philadelphia who can help him out with a job. Unfortunately, they don't qualify as sponsors, so they're still looking for a sponsor who would help them to get to Philadelphia. But once there, it seems that he has leads on work. Okay, good. All right, thank you. The next one. Yeah, actually, we are in Philadelphia. Он говорит, что он сам находится в Филадельфии сейчас.
Слава Okay. Богу. Кто следующий? Are we continue with another family or number? Да. Кто следующий сейчас? Кто еще расскажет о себя? Ну, мабуть, я ще не говорив. Чутно мене? Кто это сейчас говорит? Я говорю зараз. Видно мене? Чутно? Я зараз шукаю, не бачу. Пізніше я Чую. підключився. Пізніше підключився я просто. Бачу. Угу. Мене звати Василь, дружину звати Надія. Ми з Рівненської області, живемо за 30 кілометрів від білоруського кордону. От 1 березня приїхали також в Польщу, зараз живемо в Польщі. Поки що житло безплатно надають, але говорять, що вже мається закриватися це безкоштовне житло. От і маємо друзів в Вашингтоні, штат Вашингтон, Сіетлі. Також друзі могли б допомогти із житлом, із роботою, але також не можуть бути спонсорами, якби. А маєте дітей? Так, діти маємо трьох хлопчиків, 3 синів. Старшому 6 років, потім меншому 3 роки і самий молодший 7 місяців. So this is Vasil, and he and his wife are from the Rivne region. They live about 30 kilometers from the Belarusian border. And so they've come here to Poland. They have 3 children. The oldest one is 6 and on down to 7 months. They also have friends that are in the United States, in Washington, in Seattle. They could help with a place to stay and with work, but those friends also can't be sponsors. And so they're looking for a sponsor to help them get to the United States. Okay, thank you. Дякую. Next one. Следующий, пожалуйста. Кто еще не говорил, пожалуйста, расскажите о себе. I guess, Dan, you think that some of them do not want to share or something? I don't know. In some of these, I think that both husband and wife are on the call. Oh, And okay. so maybe sometimes they're not speaking because the wife or husband has already spoken. Okay, I understand. It said the Pastor Michal knows all those people, I guess. Михаил, ты знаешь всех этих людей на звонке? Всех не знаю. Всех не знаю, потому что мы создали анкету, и по анкете мы собрали данные, и еще не успели обработать, чтобы личный разговор был с каждым. Но в этих данных мы попросили, чтобы была основная информация. Это состав семьи, образование, какие навыки, где работали. И все это мы собрали. Год рождения детей, имена и контактные телефоны. И так мы поделились этой ссылкой на трансляцию, и так они здесь, чтобы увидеть, что это имеем серьезные намерения, и мы не сами придумали себе это, а за нами действительно вместе с нами сотрудничают церкви США, организация Live in Hope, Samuel и Tao, то есть вот эти братья. Хорошо. So Mikhail doesn't know everybody himself.
These are people that filled out some sort of form that they had given with information that tells about the people in their family, how many children, level of education, and all sorts of things like that. And so it was by this information that they gathered together the group for this call. This call was especially important for Mikhail and for these people so that they could see that this isn't just something that they're talking about, but that there are real people in the United States and a real organization and churches that are standing behind them and are organizing all of this, that there is real help that is out there. Okay. All right. I think that you can tell Michal that later on, but not openly talking to this group. I think that we depend on him to help us understand those family and make sure those family are critical and most needed, especially the first 3 to 5 family. We would like to test, and hopefully after this several family, then we got all experience to help more family. So this is where you can talk to me later on. But people know, let these people know that we are Chinese in America, but we know a lot of American churches, and we try to connect with the Ukraine group of churches, and especially that when the Ukraine refugee family come to the United States, they need same language and same group of people to help them understand more about their own culture. But we'll try to get more churches involved to help them. Okay, so so it's just not one family, but when they come to the United States, they will have so many people waiting to help them, and so they will be taken care of. Let them know. Just tell them now. Сэмюэл особенно подчеркивает, что хотя они китайцы в США, есть у них очень большая сеть других церквей, других людей, которые готовы сейчас оказать помощь украинцам. И их цель именно в том, чтобы не одна семья принимала наши семьи с Украины, а чтобы целая группа, чтобы церковь, чтобы отдельные люди не брали на себя эту ответственность, но чтобы всегда многие люди были готовы помочь. Потому что это действительно большая задача привыкать к новой стране, выучить язык и так далее. Okay, so I think that another program, just briefly let people know that we really pray for the Ukrainian people, for the country. And last trip, we just came back from Ukraine several days ago, and one of the group of people were very, very concerned, which is the soldiers die during this war, and the family and children, orphan and widows and mothers, really touch our heart. So we decided to raise funds to help those dead seized soldiers' family, especially the widow, mothers, and the children. Okay, orphans. Tell this group of people. Он рассказывал о том, что когда они последний раз были здесь в Польше, они ездили в Киев, в Львив, и больше всего они сейчас переживают о тех семьях, где муж и отец умер на войне. И они сейчас особенно собирают поддержку для тех семей, где кормилец уже потерян, погибший. Они хотят поддерживать таких сирот, и поэтому они усиленно и трудятся, и молятся и о вас, о ваших семьях. Those soldiers die for your country. They're the hero of your country. So we need to take care of their wives, mother, and children, or orphans. И он говорит, что погибшие солдаты – это герои вашей страны, поэтому мы особенно хотим позаботиться
о семьях этих героев, о женах, о детях, о матерях. This will tell the Mahal right now. That's okay, and you can openly talk about translate this. Tell Mahal that Tao and I this summer start from tomorrow. We're going to Central America, the poorest country in the world. We're going to take 150 people from 50 different churches to help Indian tribe people, the children and orphans over there the next 2 months. Завтра вместе с братом Тао они уезжают в Центральную Америку вместе с где-то 150 других волонтеров из 50 церквей. Они будут помогать представителям разных племен там в самой бедной стране Центральной Америки. 2 месяца они там будут. Yeah, and then later on, we like to take the Christian group to go to Ukraine to help, anything we can help in Ukraine, the churches, the people's family, and try to encourage them, try to help and encourage them. А потом они хотят то же самое сделать и в Украине. Они хотят собрать группу волонтеров и поехать вместе туда, чтобы помочь, чем они могут. Okay, I think that we have probably 10 minutes that we can open up some question and answering. Is that okay? Он говорит, что, наверное, есть у нас где-то 10 минут для вопросов и ответов. Хорошо? Okay. А есть ли вопросы к ним? Also, we like to have each family's background information. I think, Brother Tao, you had a 表格给他们了是吧 ？Form, some kind of form. 我还没给他，咱们不是 email 给他了吗？ Oh, okay. Yeah, I think that we need to have some kind of a, information background from each family. If they can give Pastor Mihal, and then we're gonna, review those family background. Okay. I think that is already what they have from the forms that were filled out. Yeah. Yeah, maybe a photos or a family photo or something, if family not together, they can take, several photos put together. So we can try to introduce to the sponsor family in the United States. Okay. I have in my hand, which is I just recorded. Writing on this here, which is 6 family right now. I remember, if it's not a mistake. Is that a 6 family? We here have introduce himself. 6 family. As I keep it here for the 6 family right now here. Yeah. Okay. Very good. А есть ли вопросы к нашим китайским братьям? А можна таке питання, можливо, не по темі? Можна. Справа в тому, що в мене брат волонтер, і він возить допомогу в Авдіївку, в Чернігів. Чи немає в цих братів в Польщі якогось такого центра тут, в Польщі, де би можна було б ось, цю допомогу брати, завозити туди, в Авдіївку, в Чернігів? Я зразу відповідаю, є центр, ми можемо вам надати всю інформацію або конкретно готові речі для завантаження. Ви можете написати або мені, або до нашого центру у Варшаві на вулиці Валіцу 25-5.
з заявочкою, і ми відповідаємо на всі заявки. Якщо є конкретно машини, ми постійно їх завантажуємо. Дякую. Напишу. Якщо ви в Варшаві, то найкраще, щоб ви прийшли. Якщо ні, то можете зв'язатися, і в нас є ряд працівників, які суто цим займаються. Скажіть ще раз адресу. And is that a question for us? No, that was not. Oh, okay. All right. Do they have any question? Еще вопросы к китайским нашим братьям. Yeah, I guess if we don't have any question, we're going to close this meeting. Is that okay? As Pastor Michal? Значит, если нет больше вопросов, тогда они закончат эту встречу. Хорошо, Михаил? Да, спасибо нашим друзьям Самуэлу и Тао. Спасибо всем, кто подключился, кто не только заполнил анкету, но и подключился на эту ссылку. Вы молодцы, друзья, и я верю, что Господь проведет, и все получится. Я верю, что все получится. So he thanks everybody for their participation, especially you, brothers, and all of the people who connected and left their information. He believes that with the Lord's blessing, everything is going to work out. Okay. Just let Pastor Michal let him know that although next 2 months we'll be in and out in Central America, but we can still communicate with him with WhatsApp message and even a Zoom call if necessary. So we'll be available. Okay. And okay. So так, несмотря на то, что они будут путешествовать, получается, что можно будет еще связаться с ними по WhatsApp, по Zoom, если надо будет. Они будут на связи. Yeah. Also, to the group people here, we continue to pray for you. And I know this is a very difficult time, but we trust God will take care of you and protect you and give you safe, your family and children. So we continue to pray for you and pray for the process. I know this is not a quick process, but I think God has his time. And so you continue to trust the Lord and ask him to direct your future. И мы продолжаем молиться за вас, о том, чтобы Господь направил ваши шаги. Мы знаем, что это очень нелегкое время, и не всегда ясно, что делать дальше, но мы доверяем Господу, и мы знаем, что у Него есть план для нас, который осуществится в Его хорошее время. Yeah, and I think that if God's willing, he will give you the best arrangement, whether in the United States or other places. I think the most important things, trust him that in faith, and he is give you the best place to rest. И мы знаем, что Господь обязательно даст вам самое лучшее место, будь это в США или в другом месте, но Он доведет вас до нужного места для отдыха, для вашей души. Yeah. So I ask Dan, would you close the pray and pray for those families and pray for all the process and pray for the result? Okay. Он попросил меня закончить нашу встречу молитвой. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за это время, за то, что Ты сохраняешь эти семьи, что Ты избавил их от таких опасных мест. Господь, мы знаем, что за каждой семьей есть очень тяжелая история. Мы знаем, что есть многие страхи и переживания. Мы знаем, что каждая семья не знает, как дальше идти.
Но мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог любви и заботы. Ты, Господь, заботишься о каждом из них. И Ты написал план их жизни даже до того, как они родились. Сейчас, Господь, мы просим о том, чтобы Ты провел каждого человека нужным путем. Благослови процесс, Господь, с двух сторон. Благослови, чтобы в Америке наши братья нашли нужные семьи, церкви, нужных спонсоров, Господь, чтобы только самые лучшие были участниками этого проекта. Мы просим, чтобы не было никаких препятствий со стороны американского правительства, а также со стороны Польши и Украины, Господь. Мы просим, чтобы Ты дал мудрость тем, кто будет решать, кто должен быть участником этой первой группы. Господь, мы просим о том, чтобы мы выбрали нужных людей, нужные семьи, и чтобы просто идеальное решение нашлось, Господь, для каждого. Мы знаем, что Америка не рай, но слава Тебе, Господь, что Ты открываешь двери, чтобы люди могли жить в безопасности, работать, кормить свою семью. Мы просим, чтобы, Господь, Ты направил этих людей туда, куда Ты хочешь их направить, чтобы они действительно нашли те зеленые пастбища, которые лучше всего для них. Ты наш добрый пастырь, Господь. Ты заботишься о нас лучше, чем мы можем заботиться о себе. И мы благодарим Тебя и славим Тебя за это. Мы молимся Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Amen. Okay. Аминь. Thank you very much. And would you ask Pastor Michal to stay when everybody leave? And we got several words to talk about. Ну, спасибо всем вам за участие. Михаил, они хотят, чтобы ты остался чуть-чуть, чтобы обсудить некоторые моменты. Goodbye. Goodbye, everybody. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Конечно. Дякую.